Вы снова промолчали, когда коллега присвоил вашу идею. Вы согласились на планы, которые вам не нравятся. Вы ушли из разговора со жжением в груди, мысленно прокручивая все, что могли бы сказать, но не сказали. И теперь вас грызет чувство, что вы слабы, что вы позволяете собой манипулировать, что вы – человек без стержня. Сегодня вы узнаете, почему избегание конфликтов часто ошибочно принимают за трусость и слабость характера. Мы разберем, какие механизмы стоят за этим поведением и почему ярлык «бесхребетный» является глубоко несправедливым и в корне ошибочным. Мы найдем корни вашей податливости и поймем, что с этим можно делать. Страх разрушить отношения. Когда вы избегаете конфликта, внутри разворачивается целая драма. Вы видите два исхода: либо отстоять свою позицию и потерять человека, либо промолчать и сохранить связь. Третьего не дано. Ваш мозг включает древний механизм, который когда-то помогал нашим предкам выживать в группе. Изгнание из племени означало смерть. Сегодня вас не выгонят в саванну к хищникам, но миндалевидное тело, область мозга, отвечающая за эмоции, этого не понимает. Оно реагирует на угрозу социальному отторжению так же, как на физическую опасность. Когда вы чувствуете, что можете испортить отношения, миндалевидное тело запускает реакцию «бей или беги». Только вы не бьете и не бежите. Вы замираете. Вы молчите. Вы боитесь потерять то, что для вас ценно. Человек, который дорожит отношениями настолько сильно, что готов подавить свой дискомфорт, демонстрирует свои приоритеты, а вовсе не слабость. Вы ставите связь выше собственного эго. Вы готовы заплатить внутренним напряжением за сохранение мира. Это требует невероятной выдержки. Требует способности терпеть дискомфорт ради чего-то большего. Это противоположность слабости. Проблема в том, что вы переоцениваете хрупкость отношений. Вы думаете, что одно несогласие разрушит все. Что если вы покажете свое истинное лицо, лицо человека, у которого есть границы, есть недовольство, есть потребности, другой человек уйдет. Но настоящая связь крепче. Она выдерживает разногласия. Более того, отношения, в которых нет места конфликту, часто поверхностны. Вы избегаете ссоры, но строите иллюзию близости. Другой человек не знает настоящего вас. Он знает вашу податливую версию, которая всегда улыбается и всегда соглашается. А вы копите обиды. Каждую невысказанную претензию, каждое проглоченное «нет», каждый момент, когда вы согласились, хотя все внутри кричало об обратном. Эти обиды не исчезают. Они оседают где-то глубоко, превращаются в тяжесть, которую вы носите с собой. Однажды эта тяжесть станет невыносимой. И либо вы взорветесь, выплеснете все накопленное в один момент, непропорционально яростно, либо отравитесь изнутри. Превратитесь в циничного, обиженного человека, который разочаровался в людях. Ваша способность видеть ценность в людях – сильная черта. Не каждый способен так любить, что готов переносить боль ради сохранения связи. Но когда вы молчите, вы лишаете другого шанса узнать, что вам больно. Вы не даете ему возможности исправиться, измениться, учесть ваши потребности. Вы не даете отношениям стать глубже. Вы защищаете не связь, а свой страх перед ее потерей. Высокая эмпатия и чувствительность. Возможно, вы избегаете конфликтов, потому что слишком хорошо чувствуете других. Вы видите, как напрягается лицо человека, когда вы начинаете возражать. Вы улавливаете изменение тона, еле заметное сжатие губ, отведенный взгляд. Вы физически ощущаете чужой дискомфорт как свой собственный. И вам становится невыносимо продолжать. Вы чувствуете, что причиняете боль. И вы останавливаетесь. Ваш мозг устроен так, что зеркальные нейроны, клетки, которые активируются, когда мы наблюдаем эмоции других, работают у вас на повышенных оборотах. Вы понимаете, что человеку неприятно, причем понимаете настолько глубоко, что переживаете это неприятное чувство вместе с ним, как будто оно ваше. Конфликт для вас – это двойной удар. Ваша боль плюс боль другого человека. Вы несете сразу две ноши. Неудивительно, что вы ищете способ избежать этой пытки. Вы думаете, что это делает вас слабым. Но эмпатия – редкий ресурс. Большинство людей настолько погружены в собственные переживания, что не замечают чужих. Они могут идти напролом в конфликте, потому что не ощущают, как ранят другого. Вы замечаете, вы чувствуете. И это ценное качество, которое делает вас незаменимым другом, внимательным партнером, чутким коллегой. Люди тянутся к вам, потому что рядом с вами чувствуют себя понятыми. Карл Роджерс, один из основателей гуманистической психологии, говорил об эмпатии как о способности войти в мир другого человека и двигаться в нем свободно, не вынося осуждений. Вы владеете этой способностью в совершенстве.
Вы понимаете позицию другого настолько глубоко, что ваша собственная позиция кажется менее важной. Вы видите его точку зрения изнутри, понимаете его боль, его страхи. И на фоне этого понимания ваше возражение кажется мелочным. Но Роджерс также подчеркивал, настоящая эмпатия не требует от вас растворяться в другом. Она требует сохранять себя, понимая другого. Когда вы теряете себя в эмпатии, это уже не эмпатия. Это самоотречение. Вы перестаете быть отдельным человеком с собственными потребностями. Вы становитесь зеркалом, которое только отражает чужие чувства. Когда вы молчите из эмпатии, вы совершаете странный акт жертвенности. Вы жертвуете своим комфортом ради чужого. Но часто другой человек даже не знает о вашей жертве. Он думает, что вы согласны. Он думает, что все в порядке. А вы страдаете в одиночку, неся бремя двух реальностей, своей и его. Ваша чувствительность – сила. Но она становится разрушительной, когда вы используете ее только для других, забывая о себе. Вы можете чувствовать другого и при этом озвучивать свои границы. Эти вещи прекрасно совместимы. Более того, только так и можно строить по-настоящему здоровые отношения. Когда вы говорите о своих потребностях, понимая потребности другого, вы создаете пространство для настоящей близости. Перфекционизм и страх сделать хуже. Есть еще одна причина, по которой вы избегаете конфликтов. Вы боитесь испортить ситуацию. Вы прокручиваете разговор в голове 1000 раз. Вы подбираете слова, меняете формулировки, репетируете интонацию. Вы пытаетесь найти идеальную фразу, которая не обидит, не прозвучит агрессивно, но донесет вашу точку зрения. И чем дольше вы думаете, тем очевиднее становится. Такой формулировки не существует. Любые слова можно понять неправильно. Любая интонация может задеть. Любой разговор может пойти не так. Ваш перфекционизм парализует вас. Вы настолько боитесь сказать неправильно, что не говорите вообще. Вы представляете, как конфликт выйдет из-под контроля, как одно неверное слово запустит цепную реакцию, как все разрушится из-за вашей неловкости. Префронтальная кора, область мозга, отвечающая за планирование и прогнозирование, работает в режиме гиперактивности. Она генерирует сценарий за сценарием, и все они катастрофические. Ваш мозг защищает вас, показывая все возможные опасности. Но в итоге эта защита душит вас. Вы не понимаете, что идеального конфликта не бывает. Любое выяснение отношений – это риск. Любой разговор о границах может пойти не так. Человек может обидеться, разозлиться, неправильно понять. Вы можете запнуться, сказать резче, чем хотели, или наоборот слишком мягко, так что вас не услышат. Но когда вы молчите, вы гарантированно делаете хуже. Вы создаете ситуацию, где обида накапливается, где недопонимание растет, где отношения медленно умирают от невысказанного. Ваше стремление к совершенству говорит о высоких стандартах. Вы хотите делать вещи правильно. Вы хотите быть хорошим человеком, который не причиняет боль. Но вы забываете, что конфликт представляет собой процесс, а вовсе не экзамен, который можно сдать на отлично. Процесс неизбежно не идеальный, неловкий, иногда болезненный. Это жизнь. А жизнь не бывает идеальной. Философ Вольтер сказал: «Лучшее – враг хорошего». Вы отказываетесь от хорошего разговора, честного, пусть и неловкого, в погоне за лучшим, идеальным разговором, который существует только в вашей голове. И в результате получаете худшее – молчание, накопленную обиду, медленный разрыв. Когда вы избегаете конфликта из-за перфекционизма, вы на самом деле избегаете принятия того, что вы человек. Люди говорят неловко. Люди ошибаются в словах. Люди иногда обижают, даже когда не хотят. И это нормально. Ваша готовность быть несовершенным в конфликте – это настоящая смелость. Смелость быть уязвимым, показать, что вам не все равно настолько, что вы рискуете выглядеть глупо или неловко. Опыт прошлых конфликтов. Возможно, вы избегаете конфликтов, потому что в прошлом они причиняли вам боль. Вы выросли в семье, где ссоры заканчивались криком, разбитой посудой, хлопающими дверями или холодным молчанием, которое длилось днями. Вы видели, как конфликт разрушает близость, как после каждой ссоры что-то ломается безвозвратно. Вы усвоили урок. Конфликт опасен. Конфликт – это катастрофа. Лучше избегать. Ваш мозг сохранил эти воспоминания в виде условного рефлекса. Когда назревает конфликт, гиппокамп, область, отвечающая за память, мгновенно извлекает похожие ситуации из прошлого. И если те ситуации закончились плохо, ваше тело реагирует автоматически. Сердце бьется быстрее. Дыхание учащается. Ладони потеют. Вы хотите бежать, спрятаться, исчезнуть.
Это не столько слабость, сколько адаптивная реакция на травму. Вы научились выживать, становясь невидимым. Вы научились сглаживать острые углы, соглашаться, отступать, предугадывать чужое настроение и подстраиваться под него. В тот момент, в той семье, это работало. Это защищало вас от большей боли. Может быть, когда вы молчали, крик стихал быстрее. Может быть, когда вы соглашались, родитель успокаивался. Вы были ребенком, у вас не было власти изменить динамику. У вас был только один инструмент – сделаться маленьким, тихим, покладистым. Но теперь вы взрослый. Вы находитесь в другой ситуации. Люди вокруг вас – другие люди. И конфликт вовсе не обязательно приведет к катастрофе. Но ваш мозг об этом не знает. Он использует старую карту для новой территории. И карта врет. Она показывает опасность там, где ее нет. Она кричит «беги», когда можно остаться и поговорить. Ваша осторожность – это след вашей стойкости. Вы пережили что-то тяжелое и выработали стратегию выживания. Вы заслуживаете признания за то, как справились. Вы заслуживаете сочувствия за то, через что прошли. Но эта стратегия больше не служит вам. Она превратилась из защиты в тюрьму. То, что когда-то спасало вас, теперь ограничивает. Психолог Питер Левин, специалист по травме, объясняет: травма живет в теле. Она не рассасывается от понимания. Вы можете знать головой, что сегодня конфликт безопасен, что партнер не накричит, что друг не уйдет, что начальник не уволит. Но ваше тело кричит об обратном. Оно помнит старую боль и готовится защищаться. Исцеление требует не просто осознания, а нового опыта. Опыта конфликтов, которые не заканчиваются катастрофой. Опыта несогласия, после которого отношения становятся крепче, а не разрушаются. Заниженная самооценка. Иногда вы избегаете конфликтов, потому что в глубине души считаете, ваше мнение не так важно. Другие правы чаще. Другие знают лучше. Вы можете ошибаться, поэтому зачем настаивать? Проще согласиться. Проще предположить, что другой человек видит картину шире, понимает глубже. Эта логика звучит разумно. Даже смиренно. Но под ней скрывается убеждение: вы меньше. Ваши потребности, ваши чувства, ваши границы – все это вторично. Первичны другие. Их голос громче, их мнение весомее, их время ценнее. Вы живете так, будто ваше существование – это привилегия, которую вам разрешили, а не право, которое у вас есть просто потому, что вы живы. Когда вы говорите «да», хотя чувствуете «нет», вы предаете себя. Каждый раз, когда вы молчите, когда внутри кричит протест, вы подтверждаете себе: «Я не важен. Мое мнение не имеет значения. Мои потребности можно игнорировать». И со временем этот голос становится громче. Вы начинаете верить ему все сильнее. Вы перестаете даже замечать свои потребности, потому что зачем замечать то, что все равно не имеет значения? Ваша способность подвергать сомнению свою правоту – признак критического мышления. Вы открыты к тому, что можете ошибаться, и видите, что истина бывает многогранной. Это зрелость. Это мудрость. Но между «я могу ошибаться» и «я всегда менее прав, чем другие» – пропасть. Вы заслуживаете места за столом. Вы заслуживаете быть услышанным. Даже если вы ошибаетесь. Даже если ваша позиция не идеальна. Ошибка делает вас человеком, а вовсе не лишает права голоса. Люди ошибаются. Но люди имеют право говорить, иметь мнение, занимать пространство. Философ Мартин Бубер писал об отношениях «я», «ты», где оба человека признают друг друга равными субъектами. Когда вы избегаете конфликта из-за заниженной самооценки, вы превращаете себя в объект. Вы становитесь фоном для чужих желаний, инструментом для чужих целей. Вы перестаете быть «ты», с которым можно вступить в диалог. Вы превращаетесь в тень, которая подстраивается под форму другого. Право занимать свое место. Избегание конфликтов – результат набора реакций, сформированных по вполне объяснимым причинам, и эти паттерны поведения можно изменить. Страх потерять отношения, избыток эмпатии, перфекционизм, старые раны, неверие в собственную ценность. Каждая из этих причин говорит о чем-то важном в вас, о вашей способности любить, чувствовать, стремиться к лучшему, выживать, быть честным собой. Вы чувствительны, вы осторожны, вы дорожите миром. Но мир, который строится на вашем молчании, не настоящий. Он держится на ваших невысказанных словах, на вашей подавленной боли. Это мир-иллюзия. Красивый снаружи, но пустой внутри. Конфликт не означает войну. Он означает встречу двух реальностей. Вашей и чужой.
И иногда эти реальности не совпадают. Это нормально. Это неизбежно. Когда вы озвучиваете свое несогласие, вы не разрушаете связь. Вы даете ей шанс стать настоящей. Вы позволяете другому увидеть вас целиком, не только податливую, приятную часть, но и ту часть, у которой есть границы, есть недовольство, есть требования. Вы позволяете себе занять место. Просто занять свое место рядом с другими, никого не оттесняя и не задавливая чужими потребностями. Стоять на своей земле, не извиняясь за то, что существуете. Вы живете в мире, который часто наказывает за мягкость, который путает избегание конфликтов со слабостью, а агрессивность с силой, который превозносит тех, кто громче кричит, и игнорирует тех, кто говорит тихо. Но теперь вы знаете, за вашим молчанием стоит сложная внутренняя работа. Огромная чувствительность, глубокая забота, высокие стандарты. И да, страх. Но страх не делает вас меньше. Он делает вас человеком.